Радио играет. Здравствуйте. Приветствую участников конференции. Если говорить о гитаре и о Уриэле, теме моего доклада, то надо начинать этот доклад с того, что делают ангелы в нашем астральном теле. Это является задачей нашего сегодняшнего дня. Ангелы в нашем астральном теле – код имагинации. И если мы проспим эту деятельность ангелов в нашем теле, астральном теле, то она перейдет в инстинктивный план, станет инстинктом. И человек будет от этого отделен. Он не будет очеловечен. Но перед нами стоит вопрос, а как мы можем соучаствовать в этой деятельности ангелов? Вот мы не имеем сознания посвященного для того, чтобы созерцать эту деятельность. И на помощь нам посвященный принес нам это переживание деятельности ангелов. Эту деятельность мы переживаем каждую ночь, когда засыпаем. И из-за деятельности Люцифера и Имана в нас, утром просыпаясь, мы это не можем вспомнить. И, соответственно, не можем соучаствовать в этой деятельности. Это происходит потому, что каждый вечер, засыпая, наше астральное тело и я поднимаются в эти сферы астрального плана. И затем, когда астральное тело и я возвращается в лежащее на Земле физическое эфирное тело, то это астральное и я тела отпечатываются в эфирном теле. Но из-за влияния Люцифера это переживание эфирного тела не достигает физического тела. И поэтому мы ничего не знаем об этом. И как помощь нам в начале прошлого века, через посвященного, через деятельность огромных людей, это переживание стало доступно человеку и человечеству. Это отпечаток высшего Я и астрального тела мы имеем в храме Гитан. В самом Гитануме, в этом храме мы переживаем два тела. Цокольный этаж, он нам несет переживание физического тела, он выполнен из бетона. И в нем мы переживаем лежащего спящего человека, физического человека. А над ним, над спящим человеком, поднимается эфирное тело, деревянная часть храма. Она нам несет это переживание эфирного тела. И мы переживаем два зала, большой и малый зал. И в этих двух залах мы переживаем эфирное тело, состоящее из двух тел. Большой зал переживается как голова, а малый зал переживается как телесная часть этого эфирного человека в нас. И остальное мы переживаем в куполах. Большой купол и малый купол нами переживается как небесный купол, который мы переживаем над собой, как ночная часть его и как дневная часть. Но мы знаем, что эфирное тело мы переживаем в трех составляющих. И третья составляющая мы переживаем в фасаде гитары. И вот в этих куполах, большом и малом куполе, мы как раз переживаем вот эту деятельность ангелов в нашем астральном теле, в тех мотивах, которые там нам явлены. И они нам несут то небесное переживание, которое утрачено человечеством в результате вмешательства Люцифера. Если бы Люцифер не вмешался, мы бы видели бы вот это аурическое, цветовое игру небесной сферы, из которой нам открываются интерактивные, живые образы имагинации. И тогда мы могли бы соучаствовать в этой деятельности ангелов. Особенность вот этого соучастия с деятельностью ангелов связана с тем, что человек сам становится на путь взросления в себе будущего ангела, становления ангельского сознания. Он должен творить сегодня новые имагинации, новые инспирации и новые интуиции. И сегодня мы должны брать вот эти имагинации, которые нам приносят как вестники духовного мира ангелы, и вносить их в наш земной опыт.
вносить земное сознание, земной опыт и земное переживание мистерии Голгофы. И теперь мы вернемся к переживанию куполов. То, что в бодрствовании мы переживаем как единство 10 членов человека, одного физического, 2 эфирных, 3 астральных и 4 я форм, это в сновидческом мы переживаем как множество. И мы рассмотрели физическое основание, моноблок, 2 тела эфирных, коснулись 3 тел астральных, и в этом во всем отпечатывается высшее Я, 4 Я человека. Но кроме переживания микрокосмического человека, Гитана нам несет и переживание 10-членного макрокосмического человека. И если в нашем бодрствовании мы переживаем себя здесь и сейчас, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. И когда мы обращаемся к Гитаному, то там мы видим, в большом зале мы переживаем прошлое, а в малом зале переживаем будущее человека. Человек в сновидческом разделен на множество своих составляющих. И в этом множестве он может познавать себя. И теперь, если мы обратим внимание свой на большой зал, то в нем мы переживаем, мы говорили, голову эфирного человека. Когда мы входим в первую гитану из главного входа, то перед нами раскрывается восточная часть росписи большого купола. Нас встречает огромная бабочка. Мы видим этот образ сейчас на своих мониторах. Мы видим здесь в центре 3 мотива. Голову этой бабочки, тело ее и брюшко, и красные head. крылья. И в этих 3 мотивах в центре мы переживаем 3 коренных расы или 3 дня творения. 4-й, 5-й и 6-й день творения. Полярную эпоху, гиперборейскую эпоху и лемурийскую эпоху. И также здесь мы переживаем 2 архангелов. Голова этой бабочки, в голове этой бабочки мы переживаем архангела Уриила. В брюшке, в теле этой бабочки мы переживаем архангела Гавриила. И в брюшке этой бабочки мы переживаем нисхождение душевно-духовного человека, младенца, на землю, круг 12. Штайнер в одной из своих лекций говорил, что если мы возьмем бабочку и освободим ее от физического, то она из маленькая превратится в огромную бабочку, которую мы можем пережить, архангел. Таким нам открывается архангел Уриил в росписи большого купола, и он первый, кто нас встречает при входе в гитану, и в нем мы переживаем себя, через него мы переживаем эту встречу со стражем порога, малого порога. Вы сейчас видите весь купол первого гитарного. Внизу вы можете увидеть эту бабочку, а вверху мы переживаем вот на этом синем фоне первые 3 дня творения. И первый мотив – это первый день творения, первая глоба 4-го царства земного, действие Элоймов. Мы его видим в самом верху. Коричневая – это земля, а голубое – это небеса. И в этих небесах, в этом первом дне творения мы переживаем Элохимов и Ахаев, которые творят землю. А второй мотив – возникновение смысла, глаз и ухо. Второй день творения, вторая глоба. И мы видим 2 глаза, 2 уха. И под этими глазом и ухом мы видим треугольник, красный треугольник. Это 3-й день творения. Рай, Ягова и дьявольское искушение. Таким образом, мы переживаем на центральной оси гитарного в росписи большого купола 6 мотивов творения мира и человека. И теперь, если слева и справа смотрим, мы видим 2 мотива. Мы их видим на краях этой бабочки, она как бы несет их. Это мотив Лемурии и Атлантиды. Слева лемурийская коренная раса, справа атлантическая коренная раса. И таким образом мы переживаем через эту вертикальную составляющую некий крест. И внутри этого креста мы уже переживаем нашу 5-ю коренную расу, 4 культурные эпохи. Индийский человек слева внизу, персидский человек справа внизу. Они переживаются как связанные с крыльем этой бабочки. И над бабочкой под треугольником
Справа мы переживаем египетского человека, и слева Греция, мотив Эдипа. Таким нам открывается прошлое человека. Таким нам открывается четвертое царство земного эона. И все это нам несет переживание высшего Я, потому что в этом четвертом эоне Элохимы выделили высшее Я, и мы можем говорить о рождении человека как Я-существа. И первые 3 дня творения – это высшее Я в первых 3 глобах творит душу ощущающую, первый день творения, душу рассудочную, второй день творения, и душу сознательную, третий день творения. Творится душевный человек. Эти первые 3 дня творения переживаются как рай, райский период. И как раз третий день творения, рай, ягва, дьявольское искушение, отсюда начинается грехопадение человека. И следующие 3 мотива или 3 дня творения идет творение астрального тела, эфирного тела и физического тела. Если в первых 3 днях творения душевного человека творили 2-я иерархия, то в следующих 3 дней творения мы переживаем деятельность архангелов. И здесь мы видим уже архангела Уила и архангела Гавриила. 4-й мотив и 5-й мотив, они нам несут это переживание. Переживание этих архангелов. Если мы рассмотрим 4-й мотив, ярость Бога и печаль Бога, в нем мы переживаем имагинацию Яного дня. Внизу черненьким мы видим человека, который переживается как жук. Жук-светлячок. В летнее время светлячки, на духовном плане человек переживается как эти жуки-светлячки. И от этого человека поднимаются сернистые выделения, которые мы переживаем как вот эти сернистые золотистые потоки. А вверху мы переживаем взгляд Уэля, самого Уэля. Почему этот мотив назван ярость Бога и печаль Бога? Ну, потому что мы уже сейчас живем в малом апокалипсисе. И в наше время звучит последняя 7-я труба апокалипсиса. И во время этой звучания трубы мы также можем пережить излияние чаш гнева будущих. В этом мы переживаем излияние гнева Божьего. И нам несет переживание этого. Это одно переживание. Если мы вернемся ко второму творению, возникновению смысла, глаз и ухо, мы говорили о том, что большой купол мы переживаем как голову. И эти 2 мотива, 2 глаза мы переживаем как наши глаза. И когда мы этот взгляд наш обратим от внешнего плана туда, в сторону затылка, то мы там ничего не видим. Там мы видим только тьму. Так нам открывается Уэль в наше время. Так он открывается нам как малый страж порога, который нас не пускает в это лазурное прошлое. И мы прозреваем свое прошлое вплоть до младенчества. А дальше стоит этот страж порога, он не пускает нас туда. И как раз эти 3 мотива нам несут это переживание. 6-й мотив, круг 12, нам открывается здесь, как в конце декабря, в январе, феврале, души младенцев не сходят на землю, в эфирную сферу Земли. И в этой сфере они ищут пару родителей своих. Затем они соединяются с родителями. И дальше идет вынашивание этого младенца на протяжении 9 месяцев. И по задумке богов это должно происходить в марте-апреле, соединение с родителями. И вынашивание в течение лета, и рождение в начале зимы. Но в этот процесс вмешался Люцифер, внес в него свободу, и теперь в наше время, начиная с древней Лемурии, человек мог начинаться в любое время года, в любом месте. И если мы внимательно рассмотрим эти круг 12, то мы увидим, что зимний период архангел Гавриил принимает эти души младенцев и сопровождает их на земле. И здесь мы видим души младенцев, вот эти, мы видим их только крылья, синие, большая желтая стрелка. И здесь мы видим январь, февраль, март, когда эти души младенцев входят в эфирную сферу Земли. А дальше мы видим врата, 2 колонны красные. Здесь мы переживаем зачатие, соединение с родителями. И дальше мы видим 5 длань, 5 красных рук, кистей, которые сопровождают уже в лоне матери и формируют младенца.
Здесь мы переживаем весенне-летний период. И дальше мы видим желтое, здесь Уил, передает деятельность Габриэлю. И несмотря на то, что в наше время может быть зачатие произойти и в декабре месяце, но в чреве матери ребенок благодаря деятельности Уила и Габриэля переживает летние процессы. Но кроме вот этого сопровождения младенца и души младенцев во время вхождения на землю и соединения вынашивания, мы видим первые два культурных периода, индийский человек и персидский человек. Они также находятся под защитой Уила и Габриэля. И они также сопровождают первые два семилетия развития детей в их становлении. Но мы можем сказать, это не только сопровождение детей, но и вот культурных эпох и коренных рас. Таким образом, Уил и Габриэль нам открываются как, с одной стороны, страж порога, а с другой стороны, те, кто подготавливает детство человека и формирует его. Такую весть нам несет ангел через переживания Уила и Габриэля. И теперь, что мы можем и должны внести в это переживание имагинации? Что нам открывается через духовную науку как импульс Христа. Так мы переживали и переживаем деятельность Уила и Габриэля в далеком прошлом. И пятая культурная эпоха, наша пятая культурная эпоха, ее мы находим в пространстве малого зала. Там мы переживаем настоящее и будущее человека. И там мы переживаем, с одной стороны, будущее, а с другой стороны мы переживаем пространство. То есть будущее в настоящем, когда разные времена стоят рядом друг с другом. И это мы переживаем как мотивы, стоящие рядом друг с другом. И там мы находим современного человека, Фауста. Там мы должны себя искать, и там мы себя находим. И там мы предстоим перед великим стражем порога. И там мы переживаем суд Христа, которым мы сами себя судим. И здесь мы переживаем в этой пятой культурной эпохе рождение человека. Здесь мы имеем сознание посвященного, переживание бодрственного «Я». И то, что 2000 лет назад переживал Иисус из Назарета, сегодня несет в себе как опыт каждый человек. Сегодня Голгофа переживается в каждом человеке. Но не как трагедия, а как победа духа. И мы знаем, что там 2000 лет назад то, что переживалось внешне, оно стало внутренним. А то, что было внутренним, стало внешним. Как это понять? А это произошло так, что в человеке родился новый космос, новый астральный план. Внешний космос стал внутренним космосом. И они отделены друг от друга. В животном мире они еще соединены, а в человеке они раздельны. И мы в себе несем новый космос, зачаток будущего космоса. И мы говорим о рождении нового Адама. И, соответственно, мы уже несем в себе новый зодиак и новые планетные состояния. И мы сегодня можем говорить о том, что рождается новый Сатурн, где рождается духовный человек. Я – это духовное в человеке. На старом ветхом Сатурне родился физический человек, а на новом Сатурне родилось истинное Я. И это мы несем в новом этом космосе, как зачаток будущего космоса. И теперь, если мы вернемся к переживанию Уэля, то мы должны сказать, что в этом новом космосе рождается и новый Уэль, который сопровождает в нас этого младенца, макрокосмического человека в нас. Так в старую имагинацию, которую нам несут ангелы, атеистические имагинации, мы вплетаем новые имагинации, в которых мы вносим туда импульс Голгофы. И если в прошлом, 2000 лет назад и до этого, пророков, апостолов, мы переживали как внешний процесс, в наше время мы это можем и должны искать в себе. И апостолов нашего времени, и пророков нашего времени мы несем в себе, и через нас они могут только нести эту весть. Из этого нового астрального плана, нового астрального человека. Так, на примере Уэля мы можем говорить не только о новом Адаме и о ветхом Адаме, но мы можем и должны говорить о новом Сатурне и о ветхом Сатурне. И, соответственно, мы можем говорить и о новом Уэле и старом Уэле. Я хотел бы добавить вот это возникновение смысла, глаз и уха, мотивы, которые нам открывают гитаном, мы в них должны вносить
новые смыслы, и через это мы их делаем интерактивными, живыми. И мы сейчас попробовали внести эти смыслы в мотивы, в роспись малого и большого купола, и в сам гитану, и прежде всего переживания Уриэля. Спасибо, пожалуйста, вопросы. Джонатан, прошу, берите слово. Поднял руку Джонатан первый. Сергей, как вы думаете, вот это вот космическое воображение для нового Адама, для нового Сатурна, для Уриила, не есть ли это те виртуальные записи, которые мы сейчас создаем? Это не земное, а подприродное, что мы хотим назвать вот новым этим миром, который творим с ним, и делаем такую вот расшифровку этих фантазий в виде виртуального мира. Спасибо за вопрос. Для меня виртуальный мир – это песочница, в которой духовный младенец учится познавать, переживать себя и духовный план. Правильно ли он думает, что новое физическое и эфирное тело будут отличаться от тех, которые у нас сейчас сформированы? Да, но на самом деле у нас не будет ни физического, ни эфирного тела. В этом и особенность апокалипсиса. Мы учимся обходиться без них, потому что через 5000 лет человек не сможет рождаться на Земле нормальным образом. И он сможет развиваться только как душевно-духовный человек, как астральный человек, оставив физическое эфирное тело внешнему плану. В этом и существо апокалипсиса. А к будущему вулкану от этого ничего не останется. И мы сейчас должны учиться овладевать нашим самодухом, жизнью духом и духа человеком. Там только мы можем реализовать себя, как я. Вопрос в том, этот вопрос, который постоянно беспокоит Джонатана, что вообще такое 8-я сфера и какая, я так понял, какое наше отношение к ней, какая наша роль, и будет ли все в конечном счете свернуто или будет полностью выброшено, я так понимаю, наш мир. Это такой достаточно глобальный вопрос, можно отдельную конференцию делать по нему. Если говорить о 8-й сфере, то мы не выбрасываем наши эфирные и астральные тела через 5-6 тысяч лет, когда мы поднимемся на душевно-духовный план, если мы пройдем суд собственный, можно сказать, суд, или суд Христа, а мы передаем эти тела Христу. Мы через Христа противостоим 8-й сфере, мы через Христа противостоим Айману и Люциферу. То есть через мака человека в нас. То есть, если я понял ответ, получается, вопрос был, как это будет свернуто или отброшено наше физический ответ, что это будет на самом деле передано Христу. Вот природное – это только физическое и эфирное, или это что-то, что отличается от этого? Это сфера Отца, к которому мы еще должны прийти через Сына. Приветствую Сергея и рад очень снова слышать с очередным глубоким сущностным докладом, фактически исследованием, духовным исследованием, которыми с нами всегда Сергей делится. У меня вопрос связан с новым органом слуха. Мы некоторое время назад познакомились с таким антропософом, который, как потом узнали, достаточно известен в западном мире. Это Аре Торасон. И у нас на текущий момент есть единственная его книга, которая переведена на русский язык. Он пишет свои труды на английском языке. Они очень своеобразны, потому что видно, что у него глубокие антропософские знания имеются, при этом развивается ясновидение, он описывает элементарный эфирный мир и особо переживает связь с архангелом Видаром. И в этой работе, о которой я говорю, где также представлены его переживания, взаимодействие с этими мирами, с архангелом Видаром, он пишет о том, что в какой-то момент у него появилось, я прямо процитирую, у меня появилось странное шевеление в голове с обоих сторон, примерно по 3-4 сантиметра за каждым ухом. После этого странного движения в течение одного дня это движение или активность также проявились в видении, которое показало создание совершенно нового органа чувств или, скорее, духовного центра в мозгу.
Этот центр связан с центром слуха и некоторым образом связан с наиболее важным сенсорным аспектом самого видара, которым является слух. Ну, дальше тоже есть интересные моменты, связанные со слухом, так как видара изображают как имеющего орган слуха ухо на ноге, но я понимаю, что это достаточно такой специфический момент. Я просто хотел бы Сергею об этом сказать, что вот есть такой труд и такое описание от Аре Торсона. Ну и возможно, что если Сергей может это как-то прокомментировать, может быть, где-то встречал какие-то сообщения из духовной науки, которые бы коррелировали, стыковались с подобным описанием. Особенно это для нас интересно, потому что мы чувствуем, что наш первый класс, он связан с Видаром, как преемником Михаила, ангелом, который стал на место Михаила, когда Михаил поднялся в ранг архаев. Я сейчас скинул слайд, On где мы the видим два screen. потока развития в человеке, в каждом человеке. Христа и Святого Духа. Или инволюционный и эволюционный. И если мы говорим о сегодняшнем дне, то мы должны говорить о том, что Люцифер также сегодня необходим для развития человека и человечества. И земная задача человека – это развивать новые имагинации, новые инспирации и новые интуиции. Через переработку души сознательной формируется душа имагинативная, новая душа имагинативная. Через переработку души рассудочной вырабатывается новая душа инспиративная. И через переработку души ощущающей выработка новой души интуитивной. Так мы говорим о выработке новых имагинаций, новых инспираций, новых интуиций. Но рядом с этим мы имеем атовистические органы восприятия, мы имеем новые органы восприятия, духовного восприятия. Вырабатывать должны новые органы духовного восприятия. Но рядом с этим мы имеем атовистические органы, люциферические. И есть люди, которые имеют предрасположенность к переживанию этих атовистических органов. И мы рука об руку должны идти в это новое будущее, когда эти два потока соединяются в каждом человеке. Путем эволюции старой и путем инволюции, когда The входит old новое. way. И когда мы говорим о вот этих вот переживаниях старых атовистических эфирных органов, мы должны понимать, что об этом как раз и спрашивают. И если мы говорим о Святом Духе, потоке Святого Духа, то он как раз люциферический, который идет из прошлого и который должен пройти своим путем. Но параллельно с этим мы активно должны развивать второй инволюционный поток, где рождается все новое, твое все новое. Эволюционный поток как раз связан с переживанием Уэля или малого стажа пророка, а эволюционный связан с переживанием Христа, переживанием суда и подготовкой человека к душевно-духовному плану развития. Спасибо. Сирпа спрашивает, как виртуальные слова, виртуальный мир влияет на ребенка. Спрашивает по поводу воздействия виртуальности на ребенка и вообще по поводу того, что мы имеем страх перед виртуальным миром и вообще перед кричеством, магнетизмом, как перед созданиями Люцифера или Аримана, в общем, противодействующих сил. Что мы должны сделать? Она понимает, что мы должны убрать этот страх, но это очень сложно сделать. Компьютерные системы, они двоичны. И она как художник, ей недостаточно двух цветов, черного и белого, ей нужны цвета какие-то, нужен цвет посередине. И компьютерные системы, вообще все это, вот эта реальность должна стать троичной. В моем понимании современной электронной системах, кино, телевидении, компьютерах, в виртуальном мире мы имеем земной опыт взаимодействия с духовным планом. Как нас захватывают вот эти внешние образы, которые к нам приходят разным путем, точно так же нас захватывает будет, когда нам откроется имагинативное восприятие, духовный план. Но мы должны понимать, что в ближайшем будущем вот это духовное восприятие, оно откроется, но оно будет также иллюзорно, как мы сейчас переживаем, как майю, внешний план. То есть сейчас
внешний физический план, он майя, иллюзия, обман. Но в ближайшем будущем, когда откроются у нас духовные органы, имагинативные, когда эфирное тело выйдет за пределы физического тела, нам откроется также обманный эфирный план, потому что к тому времени он будет также выброшен из духовного плана, из этой связи с духовным миром, и также он будет иллюзорным. И сейчас мы учимся противостоять захвату этого эфирного будущего, образного плана, который мы уже выключить как компьютер, как телевизор не сможем. И сейчас мы учимся противостоять этому влиянию через те средства, которые входят в наш мир. Для нас в настоящем оно дается для выработки этого противостояния. И точно так же мы можем сказать о взрослых и о детях. Это должно войти как тренажер, в котором мы должны научиться отстаивать себя, свою индивидуальность от такого захвата. А как мы с этим справляемся? Это опыт всего человечества. Он вырабатывается сейчас. Если мы его не выработаем, то мы будем захвачены в будущем, так как мы захвачены этим внешним планом. Желаю успехов в конференции. Спасибо. Информацию с нашими контактами мы пришлем в чате. Можно отсканировать QR-код с нашими контактами, посмотреть наши видео на YouTube, подписаться в Facebook, любые доступные способы. И на этом мы очень благодарим за ваше внимание.